Всем доброй ночи. Дорогие друзья, так уж получалось в моей жизни, что меня судьба сводила с людьми, которые многое знали, многое понимали и в магии, и в древних поверьях, знаниях. Так уж получалось, что видовские семьи, которые в принципе заканчивались, и эта сила не передавалась дальше, что их атрибуты, их, скажем так, атрибуты силы передавались мне. Передавались женщинами, которые сами этим занимались. Передавались женщинами, чьи бабушки или матери занимались ведовством. Мне передавались много черных икон, некоторые из них вы видели. Мне передавали амулеты, талисманы, мне передавали тетради, старые уже, пожелтевшие, в которых были написаны заговоры. Мне передавали тетрадь женщины из блокадного Ленинграда, которая именно своей силой, своим ведовством спасла свою семью. Очень жаль, что из-за появившегося шушера доверие к ведьмам как бы понизилось. Но я бы не сказала, что на самом деле вера осталась в магии, уважение осталось. Разумный человек прекрасно видит настоящее и фальшь. Но в любом случае, мне сейчас еще хотят отправить еще одну икону из Санкт-Петербурга, когда-то Сталинграда, Ленинграда, господи, путаюсь, извиняюсь. Просто и Сталинград, и Ленинград были в осадном положении, поэтому иногда бывает. Так вот, их бабушка с этой черной иконой ходила и добывала им пищу своим детям, и так они выжили. Когда каннибализм был еще из-за безысходности, да, из-за блокады. И если посмотреть, это иконы железные вообще. И если вот так внимательно просмотреть по обеим сторонам горгульи, и там еще есть священная смерть. Это нечто такое, необычная икона, не входит ни за какие рамки непонятной культуры, и кресты перевернутые. Вот, пожалуйста. И вот они решили в семье мне отправить, передать. Я к тому, что эта сила, она себя не разбазаривает и не теряет. Даже со смертью последней ведьмы в роду, в семье, эти все атрибуты, эти все знания не исчезают, дорогие друзья. Лет 30 могут лежать, где-то 40 лет. И потом где-нибудь передаются тебе. И вот сейчас я хочу вам передать очень сильный ритуал. Он, в принципе, я называю это мусульманский ритуал денежный. Хотя он еще, скажем так, корни идут еще до исламский период арабского времени. Насколько я поняла, это марокканское наречие или более древний язык арабский, потому что немного отличается от сегодняшнего современного арабского, хотя некоторые слова совпадают. Мне передала женщина по просьбе ее матери. Это где-то 4 года с чем-то назад. Она арабка. Они сейчас живут в Париже. Очень интеллигентная семья. И у них вот прабабушка умела, бабушка. И, собственно, мать, не сказать, что особо пользовалась, но для себя там некоторые вещи
Но у нее вот накопилось. В эту тетрадь мне было передано. Знаете, так интересно, один человек, который воевал в Афганистане, воевал вообще везде, где он только не был, в Югославии, во всех этих конфликтах, в Монголии долгое время был. Он мне привез оттуда тетрадь. Андрей, сейчас его нету в живых. Причем написано и внизу перевод, то есть примерный перевод, о чем вообще речь. Собирал у стариков эти все заговоры, ритуалы. Зачем ему это надо было, непонятно. Потом сказал, что, наверное, для тебя собирал и решил мне передать. Скажем так, старший друг, можно сказать. Он намного был старше меня в студенческие годы. Вот узнав у своей племянницы, мы с ней вместе учились, Настя, узнав обо мне, он сказал: хочу познакомиться с этой девочкой и вот передать ей кое-что. И вот мы таким образом общались некоторое время. Он тогда еще был уже старше. Мне было 20 чем-то, он уже 50 с лишним. И сердцем были проблемы у человека. Ушел он. Вот. Речь о том, что по непонятной вообще причине или вот непонятным обстоятельствам у меня собираются эти атрибуты, эти тетради, эти записи людей со всего мира. Я вам ритуал на деньги Вуду передавала как-то, если помните, очень действенный. Вот мне тоже передал человек, причем мы с женщиной общались, она в Африке жила, и она сказала, что ради интереса показала мою фотографию в WhatsApp или в Вайбере, сейчас не помню, как она там. Вот местному колдуну, это очень богатый человек, богатейший был человек. Сейчас его сын, кажется, продолжает его ремесло. Не знаю уж, как он там продолжает, но... И фотографии его у меня где-то есть в компьютере. И живет он на улице. Он решил вот так жить. И он, увидев мою фотографию, попросил мне передать несколько ритуалов. И вызов некого духа денег. И вот она мне записала и передала. Я это сохранила. И он сказал, что это только мне дает, то есть больше никто не знает. Понимаете, я не могу это объяснить, но, наверное, все-таки это возможно объяснить тем, что сила передает все свои знания, да, чтобы они не пропали тому, кому доверяет это, и знает, что этот кто-то это продолжит и не оставит на полпути. Вот, собственно говоря, мне передан этот ритуал вместе с другими. И, как я вам обещала, постепенно я буду вас приобщать к сильному, полезному, хотя все, что я вам дарила, не менее сильное. Поскольку они мусульманки, и она мне изначально сказала, это мусульманский ритуал денежный, уважая мнение хозяйки тетради, да, это, книга теней, но это тетрадь, старая такая тетрадь. Уважая ее мнение, я все же, как бы, скажем так, называю мусульманский ритуал, как ей нравилось. Написано это на латинском и на арабском. Латинские буквы я как бы на русский лад переделала, потому что есть у нас звучание, которое в русском языке не присутствует, там х, г, их приходится переделывать на х, г и так далее. Но в любом случае, я думаю, что вы поймете. Немного поговорим про исламскую магию. Об этом уже говорила. На самом деле это арабская магия. Просто называется исламской, поскольку Восток, он в основном исламский. Вы знаете, исламский Восток тоже, скажем так, неоднозначен, не одинаков. Например, Сирия – это алиуты, это смесь ислама и христианства, она более светская, государство более свободное.
Да? Турция, она суннитская, персы, шииты. Ну, это как у христиан там. Протестанты, католики, они тоже друг друга едят уже много веков. Ислам африканский совершенно другой. Люди утром идут в мечеть, вечером идут танцевать танцы богов Вуду и считают это нормальным. Многие колдуны культа Вуду говорят, что после принятия ислама у них колдовство усилилось, потому что религия им помогла. Не знаю уж, как она там помогла, но вот так они говорят. Они существуют с этим вполне нормально. То есть они не страдают от этого. Они считают, что один культ другому не мешает никак. Ислам возник достаточно позже, довольно позже, чем христианство. Но, как видите, это учение, в принципе, быстро как бы нашло отголосок. И значительная часть мира исповедует ислам. Ну, в отличие от христианства, скажем так, ислам свой еще темный период не до конца пережил. Христианство уже пережило этими инквизициями и прочим. Но в отличие от христианства, ислам все-таки признает наличие темных духов и влияние от них. То есть, если христианство относится презрительно к бесам, к духам, считает, что они вообще ерунда, и если ты веришь, тебе ничего не возьмет, и это очень ошибочно, то в исламе часто встречаются в Коране подобные слова, например, «воистину с глаз существует, скрывай свои доходы» и так далее от людей. Сам пророк Мухаммад учил, как лечить от сглаза, каким образом. Суры тогда он не читал, потому что Коран появился после его смерти, значительно позже. По рассказам его учеников и сподвижников и так далее появился Коран. Так что суры он читать не мог. Некоторые просто как начинают, вот он, пророк, читал суры, и это неграмотность людей, собственно говоря. Ислам соединил в себя и арабскую мифологию, и древние поверья, и законы арабского мира, которые потом перевоплотились в шариат и прочее, прочее. Ну, как бы там ни было, это все-таки такая сильная и мощная сила, и с этим нужно считаться. Вы знаете, что меня единственное раздражает, что иногда пишут: ой, здравствуйте, а я вот мусульманка, мне можно там какой-то ритуал удачи читать? Я не могу понять, что они этим хотят сказать. То ли мусульмане какие-то необычные люди, или они хуже других, или лучше других. Я не могу понять такие глупости, честно говоря, потому что мусульмане это такие же люди, как мы с вами. Им также больно и хорошо. Они также рождают своих детей, выдают замуж, хотят им хорошего будущего. Просто у них немножко другая религия. Но если так покопаться, все-таки ислам и христианство возникли на почве иудаизма. И эти все общие святые, общие как бы рассказы. И вообще, по сути, это Коран, это практически пересказ Библии, ну плюс еще богословы арабские. Так что, дорогие друзья, ну вот так вот подумала, думаю, ну каждый божий день читать вот это, а можно вот нам, мусульманам, это читать, то читать. Вот мусульманский ритуал на деньги. Берите, читайте. Я надеюсь, сейчас-то не возникнет вопрос, а вам можно это читать или нет? Почему нельзя, я не могу понять. Вот это я не могу никак вникнуть. Ну, я считаю, что так пишут все-таки необразованные, недалекие люди, потому что человек... Понимаете, откуда идет ненависть вообще у людей или ощущение, что кто-то вот, чужак, кто-то не такой, как мы? От необразованности и от невежества. Когда люди общаются между собой, когда люди путешествуют, когда люди имеют огромный круг друзей и так далее, для них все люди становятся одинаковы. То есть они уже, вот у них нет этой закрытости, вот мы такие, они сякие, это. Они понимают, что там такие же люди. То есть это идет от нехватки общения, от необразованности, от прочего-прочего. Образованный человек мировой, с большим мировоззрением, широким кругозором, он никогда не зациклен на религиозной почве. Да, я верю вот так, вот мои предки верили, я вот верю. И, между прочим, хочу сказать, что
единственное отличие, наверное, пока еще ислама от христианства в том, что христиане могут, например, сказать: я не верю больше в христианство, я вот возвращаюсь к вере своих предков, все, и им за это ничего не будет. А вот у мусульман это немножко опасно пока еще. Поэтому говорю, что свой темный период еще ислам не пережил. Мы пережили, когда за отказ целовать крест там вешали, жгли. У нас тоже был темный период, позвольте вам напомнить, все-таки 6 веков жгли людей. Извините меня, во имя Христа, милосердного Бога. Вот. А ислам еще свой темный период не прошел. Пока еще в этой религии опасно признавать, что я не хочу. Мне это тяготит, я не хочу, я хочу по-другому. Пока в этой религии это опасно. Вот, собственно говоря. О, фокус, видите, какой-то интересный. Отодвинула, лучше снимает. У нас в этом есть преимущество, что мы уже как бы так уж... Ну, как сказал один человек, пока что некоторые религию воспринимают серьезно, но это поправимо. Всему свое время. Ну, как бы там ни было, уважать людей мы обязаны, да? Никто не обязан думать, как мы. Мы с вами не Суховы, который пришел, и вот: Абдулла, живи, как я говорю. Это неправильно. Начнем. Значит, что вам нужно делать, дорогие друзья? Здесь призыв определенных духов, сил, приносящих удачу. То есть это силы, духи, которые в мифологии бедуинов, именно вот арабов, которые в основном кочевали, это силы, дающие удачу. То есть здесь призыв, хоть он назван мусульманский, здесь призыва Бога мусульманского нет. Здесь есть призыв духов, приносящий удачу. Буквально призыв духов, у которых просят открыть врата и впустить в дом богатство. Ну, что-то в этом роде. Примерно такой перевод. Значит, для начала, говорю, по 4 монеты подготовьте. Любые. У меня там пишут в других странах, вот где а у нас нету монет, ну тогда возьмите купюры мелкие. Но вы должны все равно что-то дать этим силам. Итак, значит, один раз читаем на 4 монеты, любые, можно разные, можно одинаковые. Желательно одинаковые будет лучше. Давайте вот так вот посыпем. Значит, один раз на 4 монеты прочитать. Это армянские драмы. Так. И положить под ковриком то есть с обратной части дома. Ну, то есть со стороны входа. 4 монеты. Читайте один раз на 4 монеты. Прям на месте относите, ложите под коврик. Еще берете 4 монеты, читайте один раз на 4 монеты. Положите сюда эти монеты в красный мешочек, желательно в красный. Вешайте над дверями входными. Ну, можете так положить, чтобы никто не видел, если не хотите. Еще раз. Читайте на 4 монеты. И эти 4 монеты, значит, вот по всем углам дома раскидываем. Можете вот так вот кинуть туда, за шкафы. В общем, 4 угла дома. Именно там, где чаще всего бываете. В гостиной, то есть, или, ну, где вы чаще? На кухне или в гостиной. Вот где вы чаще бываете, где вы работаете, например. Или где вы готовитесь уезжать на работу. Вот в этой комнате, но не где парадная, не там. В комнате по 4 углам кидайте эти 4 монеты, прочитали. Еще раз 4 монеты вытаскивайте. Прочитали, и эти 4 монеты, значит, положите на подоконник.
в той же комнате, где раскидали вот эти монеты, там же положите на подоконник. Прям ни в чем, ни в мешке, ни в чем. Вот так вот положите. И желательно, чтобы никто не взял. Можете что-нибудь там подвинуть, закрыть. Если возьмут кто-нибудь, придется это все по новой повторить. Вот это все сделали, потом становитесь посреди комнаты и читайте еще 4 раза. Все. Желательно в это время зажечь красную свечу. Эту свечу потом можете использовать дальше. Откупаться не нужно. Ничего не надо, потому что вы отдаете какую-то малую энергию. Ну, единственное, что я хочу вам сказать, если у вас откроется этот поток денег, а он может открыться, смотря какой энергией вы это сделаете, да? Если это откроется, ну, помогите кому-нибудь. Это вообще в исламе называется садака, то есть милостыня. Кому-нибудь помогите. Или оставьте какую-нибудь сумму денег на скамейке, там, я не знаю, бабушке отдайте какой-нибудь, но не своим, чужим. Оставьте где-нибудь, нищему подайте. То есть благодарите эти духи. Вот и все. Можете это повторить несколько раз в месяц. Но монеты каждый раз должны быть новые. Эти соберите обратно, потратьте или там оставьте где хотите. И по новой читайте на абсолютно новые монеты. Те, которые вы раскинули по углам, можете не доставать. То есть, если вы делаете по новой, старый уже теряет силу. Вы по новой делаете. Поэтому эти монеты можете оставлять, можете убирать, это уже не имеет никакого значения. Смотрите по обстоятельствам. Если поток денег уменьшается, значит, повторяйте. Если он идет нормально, значит, нормально, достаточно. То есть, вот таким образом. Яна всегда печатает текст, ставит под роликами. Она и под этими новыми, вот недавно я записывала. Там тоже под всеми она уже весь текст, объяснение написала. Если нет терпения, значит, запишите сами. Если потерпите некоторое время, она, естественно, там несколько дней всего лишь, там, если она очень загружена, 2-3 дня она уже этот текст все ставит. Вы поймите, что у нас и другие есть свои дела, работы и заботы. Согласны? Начнем. Итак, вот так вот сейчас приблизим. Туалу ал-саадету, талу ал-хазу, эна это весалу, даветон, ал-ку канаху, ал-маятину, саадетон, Девлет Хадесаида, Нахар, Ульмали, Эфахал, Ваал, Дальвету, Ваалвету, Куатон, Терветон, Эмин. Читаю специально по слогам, чтобы кому нужно, смогли переписать. Еще раз. Туалу, Ал-Саадету, Талу ал-хазу, эна это весалу, даветон, ал-куканаху, ал-маятину, саадетон, девлет хадесаида, нахар ульмали, эфахал ваал, далвету, ваалвету, гуатон, терветон, эмин. Ну что ж, пользуйтесь на здоровье. Это можно делать всем. Не спрашивайте, можно ли христианам, мусульман. Магия, она очень древняя, она подходит любому человеку. Ваши религии созданы искусственно. А магия – это очень древнее верование, это вера, понимаете? Религия и вера – разные вещи, поверьте мне. Поэтому, хоть и называется мусульманский ритуал, потому что идет от мусульманского Востока, и поскольку, я еще раз говорю, уважая человека, который так назвал этот ритуал, я так и называю. Однако это можно делать любому человеку. Всем удачи!